I see genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим о новых гибридных наушниках от компании SIMGOD. Модель называется EA1000, и их стоимость составляет $219. И приходят они в очень привлекательной, хорошо оформленной коробке среднего размера, а на лицевой части здесь в рамке имеется надпись «Последняя теорема Фермат», а здесь сверху название самой модели. Ну а здесь, как обычно, имеется 3 графика ЧХ наушников с разными сменными комплектными соплами. Первый — это Target Singa 2023 с золотым соплом. Второй красный — это уже всем знакомый, наверное, Target Harman 2019 с серебристым соплом и красной силиконовой резинкой. Ну а третий Target — это классический SIMGOD с использованием серебристого сопла с черной силиконовой резинкой. И как всегда, тут же указаны технические характеристики наушников, и за звук здесь отвечает один динамический драйвер и один пассивный радиатор. А чувствительность наушников составляет 127 дБ, и они получили 16 Ом импеданс. Ну а тут имеется штрих-код для проверки подлинности продукта. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. И первое, что нас здесь встречает, это вот такая гарантийная карточка с последней теоремой Ферма. Здесь также рассказывается про нее и имеется подпись генерального директора SIMGOD. Ну а здесь уже по стандарту зафиксированы сами наушники, которые, на мой взгляд, выглядят реально очень хорошо, имеют металлический корпус, который по-прежнему, конечно, собирает все отпечатки, но тем не менее буквально привлекает взгляд к себе. Потому что смотрятся они реально очень элегантно и со вкусом, и как вы, наверное, заметили, тут на лицевой части имеется логотип компании SIMGOD. И затаившаяся вот здесь надпись Фермат. Ну еще у них установлен стандартный, немного утопленный в корпус разъем 2 пин вот здесь. А на внутренней части наушника здесь имеется маркировка правого и левого канала. И виднеется такая металлическая сеточка. И тут также есть 2 акустических отверстия, расположенные довольно близко друг к другу, рядом вот с этим соплом, которое можно вот таким образом открутить и поменять на любое из 2 других. И они находятся отдельно вот в этой коробочке. Очень тут так надежно зафиксированы. И достать их реально не так просто было. Одно из них золотое. И имеет прозрачную резинку, установленную вот здесь. А другое серебристое и имеет черную резинку и губчатый фильтр внутри. Но лично я использовал комплектное сопло с красной резинкой, но поверх него я наклеил дополнительный черный фильтр вот здесь. И я позже, друзья, объясню вам, зачем я это сделал. Но еще здесь, вот в этой коробочке, имеется вот такой реально очень хороший и крепкий футляр, внутри которого находится отличный кабель, который получил коннектор 3,5 мм джек и коннекторы 2 пин для подключения уже к самим наушникам. И мне он реально очень понравился, он не путается, да и еще имеет правильно сформированные заушины. Поэтому при его использовании проблем никаких не возникает. Я считаю, что данным кабелем можно вообще пользоваться без каких-либо проблем, и менять бы я его лично не стал. Вот так он смотрится. Ну а в этой последней, чуть побольше размером коробки, находится очень хороший набор амбушюр, которые здесь вот так зафиксированы в этом удобном органайзере. Сменные резиновые колечки вот эти для сопел. И вот такая вот большая инструкция. Инструкция, мануал. Здесь реально очень много всего расписано.
Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этой модели Singod EA1000. И вот так выглядит их графика ЧХ. Здесь есть и умеренное количество баса, с хорошим таким заходом на средний диапазон, и плавный переход к области верхней середины с небольшим акцентом и высокими частотами, которые получили тоже немного акцента. И при первом прослушивании сразу бросается детальность атаки, транзиенты, куча воздуха и очень такая прозрачная и сверханалитичная подача, которую я реально давно не встречал. И эти наушники буквально вытягивают все нюансы в музыке. Поэтому имейте это в виду. Ну и начнем с разбора низких частот, где наушники демонстрируют очень точный и аккуратный, правильный подъем с небольшим акцентом на сабасе, который имеет отличный вес и объем, заполняя собой пространство. И меня очень порадовал плавный и четко контролируемый переход на мидбас, за счет чего бас отлично контролируется и буквально позволяет дышать и раскрыться средним частотам, совершенно не мешая им. Мидбас же здесь подается как довольно такой плотный и собранный, и с очень четко выделенной атакой и хорошей текстурной проработкой. И стоит сказать, что несмотря на то, что это далеко не басхедная модель, мне было очень приятно слушать электронную музыку и хип-хоп жанры, где в первую очередь требуется хороший такой прокачивающий низ, конечно, без явного доминирования над другими частотами, как это особенно бывает в басхедных моделях. Но вот средние частоты в этих наушниках буквально то, что нужно. Они очень прозрачные, четко сфокусированные в пространстве, но немного ощущаются легкими. Но тем не менее я бы сказал, что это буквально их визитная карточка. Здесь есть и отличная воздушность, из-за чего все звучит четко, раздельно и подробно на обертона. Нету никакого у них эффекта коробки или закрытого темного пространства, и весь этот диапазон буквально дышит. И несмотря на то, что он довольно ровный, он не получил из-за этого явно лишнюю мониторность и сухость, а наоборот же все звучит тут довольно эмоционально и захватывающе. А вот вокальная часть, что мужской, что женский вокал, подается нам как очень чистый, безумно прозрачный и четкий. И, конечно, стоит сказать, сразу заметно, что вокал акцентирует внимание на себе и выдвинут вперед вместе с драм-партией. И все звучит буквально вот где-то рядом с вами. И это дает на самом деле такой очень приятный эффект погружения. Но вот о чем я должен сообщить вам, это то, что область верхней середины для меня из коробки довольно яркая. Поэтому я использовал дополнительный фильтр, который ослабил реально этот лишний акцент. Ну, например, как в вашем случае будет, я не могу точно знать, так как, возможно, кому-то даже не придется клеить здесь фильтр, и его будет устраивать такая более яркая подача, так как я знаю точно, что таких любителей, довольно много. Но вот что касаемо высоких частот, то они здесь имеют очень хороший и правильный подход к настройке. Здесь есть и очень выраженная техничность, и имеется безумный уклон в аналитику, за счет чего мы имеем отличное разделение тарелок и перкуссии в этом диапазоне. Да и, конечно, стоит сказать, что наушники прекрасно подходят для тяжелых и скоростных жанров, требующих хорошей выделенной атаки и небольшого, но приятного на слух подчеркивания тарелок. Меня радует, что они не сливают звук в единое целое, а наоборот же на верхах все тарелочки и каждое продолжительное послезвучие звучит очень детально и раздельно, то есть образы не теряются в миксе и рисуются очень точно и разборчиво. Аналитика здесь реально на высоте. Любители такой подачи определенно будут довольны. Но вот что касаемо сцены и стереопанорамы, то в Singod EA1000 здесь все в полном порядке. Сама сцена достаточно широкая и оптимальная. У нее нету такой искусственной растянутости. Она именно правильная и при этом имеет отличный уклон в глубину. То есть пространство и инструменты не ощущаются плоскими, а наоборот же имеют такой хороший вес и объем. И все образы рисуются реально очень подробно и раздельно друг от друга. А вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Singod EA1000 получились отличными, атакующими, детальными и безумно техничными наушниками, которые запомнятся вам определенно надолго. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.